Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу поговорить о очень-очень интересной теме. Натуральные эфирные масла, они просто незаменимы в любом доме. Я применяю масла в основном, например, от ожогов. От ожогов очень хорошо помогает масло лавандовое. Если, например, ребенок обжегся, то в первую очередь нужно, конечно же, охладить это место. Например, если это на пальчике, то нужно просто окунуть пальчики в холодную воду на 1 минуту, а потом обязательно намазать лавандовым маслом. Во вторую очередь я, конечно же, использую масла в косметике, в косметических целях. Я очень часто на ночь намазываю лицо маслом, когда делаю йогу для лица. И, конечно же, когда мы болеем, то есть если мы простыли, то я обязательно делаю такое особенное масло с особенным составом, которое я придумала, в принципе, сама, потому что я уже очень-очень много читала, и нам это всегда очень хорошо помогает. Если вы посмотрели мое прошлое видео про редьку, я вам там говорила, что в первую очередь я лечу детей натуральными маслами, если они начинают заболевать. Свое собственное полезное масло я капну ему обычно на ночь на кофточку, на маечку, на пижаму, и тогда ребенок спит спокойно. За ночь эти эфирные масла хорошо войдут в кровь, и на следующий день ребенок уже чувствует себя намного лучше. Ну, вот, как вы видите, масел у меня достаточно. Я фэн любых масел, я очень-очень их люблю. И сегодня я вам покажу, как нужно замешивать именно масло от простуды. Вот у меня есть такая маленькая бутылочка, пумп-флакон. Он очень удобен тем, что можно капельку масла нанести вот так на маечку. Все эфирные масла делятся на 2 вида. Первый вид это натуральные масла, а второй вид это синтетические. Вот представьте себе, масло состоит из маленьких молекул. И эти маленькие молекулы имеют такое свойство впитываться в нашу кровь через 20 минут после того, как мы почувствовали аромат. Вот, например, открыла я это масло, аромат пошел, и вот эти маленькие молекулы масла, вот это вот наночастички, очень-очень маленькие, они впитываются через кожу и через дыхание в наш организм в течение 20 минут. На данный момент вот я зажгла такую масляную лампу. Сейчас у нас в комнате запах иланг-иланг. Это тропическое растение, цветок. Оно всегда мне придает хорошее настроение. Иногда, если надо успокоиться вечером, тогда можно также капнуть 5 капель, например, лавандового масла, тогда и дети лучше спят. Вот если ребенок не может уснуть долгое время, надо ему сказать: вот ты попробуй, закрой глаза, не двигайся, зажгите ему вот такую вот лампу с лавандовым маслом, и скажите ему, что если он сейчас вот не уснет, тогда он может еще встать и немножечко пободрствовать. И вот скажу вам честно, вот буквально через 10 минут он уже должен уснуть, если, конечно, ребенок действительно хочет спать. И вот представьте себе синтетические масла. Синтетические масла, они приготовлены в лабораториях искусственно из разнообразных продуктов, которые смешивают друг с другом. Это просто химия, конечно же. Вот представьте себе, что это же самая химия, когда вы почувствуете аромат вот этого вот масла синтетического, вот эта вот химия точно так же уже отложится в нашем организме. Конечно же, синтетические запахи, они сейчас есть везде, в каждом креме, в порошках, в ополаскивателях, они есть везде. Иначе это было бы, конечно, слишком дорого использовать только натуральные масла во всех продуктах. Это, конечно же, нереально. Если вы лечитесь, то синтетические масла ни в коем случае не пригодны для этого. На пузырьке должно быть обязательно написано, что это натуральное масло, стопроцентное. И теперь я размешаю пару масел. В первую очередь, вот мне попалось масло тмина. Масло тмина, оно вообще, конечно, для детей не слишком пригодно, особенно для маленьких детей. Поэтому в любом случае, если вот вы точно так же захотите детей лечить
маслами, то в первую очередь все равно проконсультируйтесь с врачом. Может проявиться аллергия, и поэтому нужно все равно, конечно, очень хорошо знать, как работать с маслами, иначе они могут принести также и вред. Так как мы уже привыкли к маслу тмина, я все равно его использую. Тмин, оно такое немножко опасное, оно ядовитое, поэтому на кожу оно не должно попадать. Я добавлю всего лишь 2 капельки этого масла. В следующую очередь я возьму масло эвкалипта. Эвкалипт вы, конечно, тоже знаете, он очень хорошо помогает от простуды. Везде продаются эвкалиптовые конфетки, которыми дети с удовольствием лечатся, когда они простыли. Эвкалиптовое масло, оно, конечно, немножко бодрит. От этого масла ребенок перестает кашлять. Также оно немного отхаркивающее. Можно просто капнуть пару капелек этого масла на подушку, где спит ребенок, и это тоже уже принесет какую-то пользу. Поэтому я добавлю 4 капли эвкалиптового масла. Это у меня масло герани. Масло герани тоже, конечно, просто замечательно, оно также помогает при простуде. Для маленьких детей используется это гераневое масло, если у него болят ушки. На косметическую палочку можно капнуть 1 капельку этого масла и немножечко подержать его около ушка. Или, я не знаю, конечно, тоже обязательно проконсультируйтесь с врачом, потому что оно также может быть опасным. Следующее, это, конечно, лавандовое масло. Так как я использую это масло вечером, на ночь, тогда, конечно же, его можно добавить немного побольше, потому что оно избавляет от стресса, хорошо помогает при бессоннице. Добавлю его 6 капель. Масло розмарина очень также хорошо помогает при простуде. Если болят мускулы, оно немножко разогревает. Поэтому это розмариновое масло я также добавлю. Оно не опасное, 6 капель. В следующую очередь я беру масло чайного дерева. Это чайное дерево, оно противобактерицидное. У него, конечно, очень-очень интенсивный запах, поэтому мы его добавим поменьше, скажем так, 3 капли. Нет, это масло пачули. Пачули сюда не подойдет. Пачули это вообще просто замечательное, одно из самых моих любимых масел. И про него ходит очень много легенд. Раньше, когда перевозили грузы на кораблях, в материалах очень часто заводилась моль, поэтому торговцы часто использовали это масло, и этим самым они отгоняли моль и всяких разных насекомых. Также это пачули масло привлекает деньги, и если вы купили новое портмоне, тогда капните капельку масла пачули в портмоне, и у вас обязательно через несколько дней появятся новые деньги, поверьте. И, конечно же, не обойдется без мятного масла. Даже это масло понижает температуру. Может быть, конечно, именно вот мятным маслом можно где-то там рядышком около ребенка капнуть, потому что оно понижает температуру. А вообще всеми остальными маслами можно пользоваться только вот в начале, когда немножечко появился насморк и немножечко он какой-то вялый, тогда вот только можно пользоваться вот этим вот замечательным самодельным маслом. То есть мятное масло я могу капнуть также 6 капель. И что тут у меня еще осталось? Не знаю даже, как оно называется русски. Зимнее масло. Оно называется Wintergreen. Вот это масло, оно разогревает. Если я сейчас добавлю это масло в наш пузырек, тогда на кожу желательно, конечно, чтобы это масло не попало. Это масло вы можете только капнуть на маечку, также капну 6-7 капель. Теперь у меня вот получилось здесь вот столько вот полезного, замечательного масла. Так как у меня вот такой вот флакон, я просто капну на маечку с одной стороны и с другой стороны, и вот на следующий день ему обязательно станет лучше. Поверьте, речь сейчас шла о детях. Что касается взрослых людей, если вы никогда не пользуетесь маслами, конечно, проконсультируйтесь обязательно с врачом. Если вы начнете лечиться ими, попробуйте капнуть это масло на одежду. Я, например, уже больше не боюсь наносить эти масла на кожу. И также, если я болею, я вот точно вот такой же вот замес делаю себе из этих масел. Прям просто намазываю шею. Ну что, мои дорогие, сегодня я сделала очень полезное масло, которое помогает при простуде. Я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. И если вам это интересно, покажу вам, как можно лечиться маслом, какие болезни можно лечить маслом, как его использовать в косметике. Например, самое последнее мое приобретение – это масло Ши. Я тоже им очень довольна. Оно увлажняет кожу, борется с первыми морщинками. И просто хочу вам сказать, оставайтесь красивыми и здоровыми.
Пока-пока.